Здравствуйте, раки! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Давайте посмотрим, что вас ждет с 1 по 15 октября представителей знака зодиака Рак. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим совет, предупреждение от Таро, совет от оракулов. И еще у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Настраивайтесь на расклад, подумайте о ваших планах на эти 15 дней, а я настроюсь на вас. Раки, первая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что у вас будет происходить в середине и в конце этих 15 дней? Так, работа. О, нет, не работа. Сейчас у нас отношения. Первая карта для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Что у вас будет происходить? Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья для тех, кто в ссоре или кто расстался. Какие у вас перспективы? Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас? Для тех, кто в поиске. Какие у вас перспективы? Финансы в начале этих 15 дней и в конце. Совет или предупреждение от Таро. Ой, ну тут на дне колоды здесь у вас шут и десятка кубков. У кого-то здесь может быть рождение или зачатие малыша. У кого-то может быть отпуск, поездка всей семьей куда-то. Кто-то будет переезжать, может быть, смена места жительства. Да, вот здесь решение вопросов с недвижимостью. Конечно, это еще может быть работа. Это может быть новая работа, новый проект. Императрица. Может быть, это какой-то семейный бизнес. Или это работа в сплоченной команде, начало какого-то нового проекта, идеи, замысла, предприятия. Но по императрице здесь будет рост. Может быть, это нахождение новой работы. Но шут говорит, что здесь у вас еще мало опыта. То есть вам нужно будет или под руку кому-то встать, или еще обучаться, или здесь будет испытательный срок. У кого-то может быть переезд всей семьей куда-то на новое место. Это может быть другой город, другая страна. А что у нас здесь? От чего-то нужно будет отказаться. От чего-то нужно будет отказаться, чтобы вот это ваше желание исполнилось. Ну, например, если вы переезжаете, то, может быть, это оставить кого-то позади. Да? Это может быть родственников, друзей. Или здесь у кого-то была потеря работы, а сейчас, я говорю, у вас новая работа. Так, хорошо, давайте мы сейчас еще посмотрим. У кого-то здесь может быть свадьба. Да, десятка кубков, свадьба. Ну, или какое-то, знаете, еще решение связано с вашей семьей. Тут может быть или воссоединение, или, наоборот, вы обретаете автономию. Может быть, вы жили с родителями, а теперь решите вопрос и переедете в свое собственное жилье. Так, раки, сюрприз, неожиданность. Давайте посмотрим. У кого-то новая работа, какой-то новый проект. Еще здесь что-то было скрыто до поры до времени. Это как, может быть, кто-то из раков там участвовал вот в этой лотерее, как ее, грин-карта, может быть, вот реально вы получите. Пока было скрыто, получите вы это, не получите, потому что вы выиграете подарок, да, и удачный шанс, и перемены. Но вот что-то было скрыто от вас. У кого-то может быть знакомство, любовь, но тут или человек закрыт, то есть вот вам нужно будет победу одержать, добиться расположения этого человека, или здесь кто-то от кого-то что-то будет скрывать. Кто-то может издать свою книгу, если вы это планировали сделать.
Также, может быть, у кого-то будут успехи в учебе, тут или удачная сдача экзаменов, или окончание даже обучения. Для тех, кто переезжает, это, может быть, вы будете вот создавать вот этот, может быть, сами или кого-то наймете, дизайн-проект украшения вашего дома, вот вашего жилища. Может быть, нанимать будете специалиста, или это покупка каких-то приятных вещей для дома, для семьи. Ну и также это какой-то, вот я говорю, здесь исполнение какого-то вашего желания, но до поры до времени вот эта информация была скрыта. Вот у нас клевер — это всегда удача в делах. Какие-то благоприятные перемены у вас идут. Так, хорошо. В начале октября у вас ложится король жезлов. Ну, для женщин, может быть, это ваш супруг, возлюбленный, отец, ну, какой-то важный для вас мужчина. Или это работодатель. И здесь может быть предложение о новой работе, какой-то проект. Также это может быть связано с переездом. Это может быть начало строительства или какие-то, ну, переезжаете и что-то под себя переделываете. Может быть, какие-то еще пристройки или ремонты. У кого-то здесь вот для мужчин, например, предложение от друга куда-то уехать по работе. Это может быть другой город, другая страна, потому что это тоже на земной шар показывает. Или это может быть начало какого-то дела, проекта, предприятия. Ну, то иногда еще карта показывает бизнес-партнерство. Может быть, это связано с интернетом, например. Но это что-то для вас новое. А это или начать работу вообще, или жизнь с чистого листа. Это или новое предприятие, но здесь вам нужно будет еще получать опыт и учиться. У вас здесь еще мало знаний. Если это переезд, то карта говорит новое место, может быть, учить язык, если это другая страна. У кого-то здесь новые отношения для женщин с королем жезлов. Опять вот, или человек показывает на земной шар, может быть, отношения с человеком в другом городе, в другой стране. Это зарождение страстного романа. Может быть, будет поездка, путешествие. В конце, например, этих 15 дней. Человек к вам приедет, или вы. Или просто карта показывает новые отношения в вашей жизни. У кого-то здесь малыш, ребенок на пороге. Тут или зачатие, или уже рождение малыша. Кто-то может просто поехать в отпуск. Небольшая поездка, может быть, попажу, это на выходные куда-то, может быть, слетать на самолете. Приглашение. То есть или от друга, или от любимого человека. Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь у вас 4 пентаклей. Здесь может быть решение вопросов с жильем. Еще это может быть, к чему-то вы готовитесь, на что-то копите, собираете. Конечно, на отношения, на брак 4 может говорить о стабильном финансовом положении, но иногда эта карта показывает рутину. А рутина, мы знаем, она убивает любовь. Давайте уточним 4. Здесь может быть какая-то сделка. Или вот 4 решение вопросов с жильем. Может быть, это адвокат, судья. Или просто с юристом вам надо проконсультироваться по поводу жилья. Что-то здесь... Сейчас. У кого-то здесь реально переезд. Еще здесь может быть предложение руки и сердца. Почему королева мечей-то? Какие-то приятные новости. Если кто-то куда-то собирался уезжать, да, вот я же здесь говорила, это получение каких-то разрешительных документов. Может быть, это виза или гражданство, или это из государственных юридических инстанций. Приходят какие-то документы, которые разрешают вам уехать. Конечно, это может быть поездка просто в отпуск. Кто-то может съездить, проведывать там людей, которых вы любите. Может быть, это какие-то родственники. Также, если вы с любимым человеком были какое-то время разлучены, то здесь именно встреча. Ну, может быть, у вас отношения были, человек куда-то уехал. Или это роман, как я говорила, через интернет.
Здесь вам открываются дороги, вы можете съездить. Вот эта тайна убирается. Не знаю, может, наконец-то закончится все это. Эпопея с локдауном. Так, сейчас еще одну карту. Да, ну вот все, что я и озвучила. У кого-то здесь через врача приятные новости о зачатии беременности. Это вот исполняется ваша мечта. То есть какая-то дальняя цель, к которой вы шли, наконец-то вы получаете то, что вы хотели. Ну, у всех эти цели разные. Кто-то получает предложение руки и сердца, беременность, переезд или решение вопросов с жильем. У кого-то, может быть, получение наследства, вот королева мечей может показывать нотариуса, например. Может быть, вы ждали оформления документов по четверке, как-то все это затянулось. А сейчас вы получаете приятные новости, как-то, вот я говорю, открываются какие-то у вас новые возможности. Ну, что-то связано с семьей или с домом. Так, мечей. Да, исполнение желания, какие-то радостные новости, приезд, поездка, путешествие. Вот что-то вас очень ранило, не решался какой-то вопрос очень долго, все это разбивало вам сердце. Теперь этот вопрос решится. Хорошо, для тех, кто в поиске, но здесь шестерка. Я говорю, тут или добиться чьего-то расположения, может быть, человек закрыт, нужно будет вот стучаться в это сердце, приглашать куда-то. Ну, решите этот вопрос, добьетесь победы. Но еще шестерка, может быть, это конкуренты, претенденты, обойти соперников, да, вот добиться желаемого. Или это победить себя и решиться на новые отношения. Но в любом случае здесь перемены. Перемены в лучшую сторону. Также это может быть получение каких-то очень приятных новостей, хорошего общения. Вообще эта карта говорит о расширении наших контактов. Тут может быть даже несколько поклонников. Хорошо, для тех, кто поссорился, ну, как раз карта говорит о ссоре. Ну, давайте посмотрим, помиримся. Вы тут дуетесь, обижаетесь. Это, может быть, карта говорит еще о похмелье, когда вот у нас влюбленность, потом у нас падают розовые очки, и мы видим человека такого, какой он есть. Да? Вот это открывается, вот эта тайна. Ну, как бы здесь клевер лег. Давайте посмотрим, помиритесь вы. Башня. Ну, по башне я не думаю. Нет. Нет, тут разрушение полное. Тут расставание или развод. Тут чувство то ли выгорания, то ли чувство неудовлетворенности от этих отношений. Разочарование в партнере, в партнерше. Отношения разрушились, и вы закрылись. Вы сейчас огородились этими жезлами. И, как говорят, абонент недоступен. Или недоступны вы, или недоступен ваш партнер-партнерша. То есть счастье было близко, но разбитое сердце. Хотя вот карты говорят, помириться-то вы можете. Так, стоп. Может быть, не эти 15 дней. Здесь можно перевести отношения на более зрелый уровень, но тогда вам совет, карта говорит, перестаньте критиковать, придираться, а принимайте противоположный пол таким, какой он есть. Да, не пытайтесь человека переделать. Все-таки у нас четверка не всегда говорит о потере, хотя башня это может быть встряска. Да, может быть, не сейчас, не эти 15 дней, но тут опять нужно работать над отношениями. Потому что тройка всегда говорит, мы переводим наши отношения, но через какие-то проблемы, недопонимание и критику, да. Ну, если это вы придираетесь, то вот тут карта говорит, перестаньте конфликтовать, не ревнуйте, не проявляйте к человеку недоверие, какую-то, может быть, слежку. Может быть, из-за этого вы поругались, что там контролировали партнера, партнершу постоянно на телефоне, где ты, что ты, с кем ты. Может быть, вот из-за этого и произошел этот разрыв. Вот этот контроль убирайте. Но должно быть доверие. Тогда в отношениях может все наладиться. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, ну, я уже здесь сказала, здесь может быть какой-то проект творческий, может быть, в команде с кем-то, вот работать над каким-то новым делом.
Тут может быть помощь от кого-то. Клевер говорит, что обстоятельства сложатся так, что все будет развиваться, но еще это может быть именно заработать, получить хорошую прибыль. То есть тут удача будет сопутствовать вот этому вашему новому проекту. Ну, тут больше императрица, это больше что-то связано с творчеством. Это мы сажаем урожай, над ним трудимся и получаем плоды своих усилий. Может быть, даже это работа на себя. Если вы хозяйка или хозяин своего собственного бизнеса, то вас ждет процветание, удача, прибыль и рост и развитие. Самое главное, просто карта говорит, работайте, и все будет у вас. Ну, тут я говорю, какая-то удача и выгодные предложения. Хорошо, для тех, кто в поиске работы, карта еще говорит подождать. Умеренность – это ожидание, это не карта действий. Хотя вот под умеренностью у нас легла карта перемен. Может быть, она наоборот говорит, что процесс ожидания заканчивается. Тут есть или перемены, то есть получение новой работы, или вот опять же здесь какой-то, может быть, свой проект. Ну, давайте мы уточним умеренность. Умеренность переходит в дьявола. 14 аркан, 15. Да, уже, наверное, ожидание-то затянулось, уже есть желание заработать, найти работу, причем с хорошей оплатой. Так, ну давайте нам простую карту без... Нет, еще надо ждать. Почему-то вам карта говорит, нужно еще что-то ждать. Умеренность – это восстановление, баланс. А четверка – это тоже... Карта говорит, накопите силы, отдохните, продумайте, что вы хотите получить, на себя работать или на кого-то. Знаете, здесь еще вот по совету, предупреждению, и здесь, может быть, карта вам советует, для того, чтобы найти хорошую работу, нужно еще чему-то обучаться, получать знания. Вот, может быть, какие-то курсы пройти, тренинги, чтобы в вашу жизнь пришли перемены. Нет, ну в эти 15 дней пока я у вас работы не вижу. Пока еще почему-то карты вам говорят ждать, не знаю. Тут вам как-то карта может показывать стресс. Тут, может быть, карта советует вам вот именно заняться пока здоровьем. Но опять же мы смотрим 15 дней. Хорошо, финансы. В начале 15 дней тут какие-то могут быть споры по поводу финансов. Может быть, споры по поводу недвижимости. Также это может быть на работе, вот какая-то конкуренция. Вообще иногда карта говорит о суете. Если вы здесь совершаете какую-то крупную покупку, может быть, вот недвижимость, тут могут быть споры, недопонимания там в браке, например, в отношениях. Ну, в любом случае вы придете к общему знаменателю, но, может быть, вы хотите одно, там ваш супруг возлюбленный хочет другое. Здесь будут какие-то конструктивные споры, отстаивание своей точки зрения, диспуты. Это может быть, конечно, на работе по поводу творческого проекта, там во что-то вложиться, во что-то пока не надо. Ну, и карта говорит, если хотите, чтобы ваша точка зрения победила, то предоставьте аргументы, факты, доказательства, что вы правы. А вот в конце 15 дней здесь какие-то перемены. Как правило, страшный суд может говорить об окончании судебного процесса, если таковой имелся вот здесь по королеве мечей. То есть это выход из какой-то тяжести, из какого-то долгого судебного дела. Может быть, по получению наследства, там, дележка имущества, но что-то связано с судебными делами. Также здесь могут быть прийти какие-то хорошие новости. Это всегда избавление, это всегда выход из кризиса, если таковой был. Для кого-то, может быть, это нахождение новой работы, переход на новую должность, а также это может быть переезд, траты на переезд, если кто-то уезжает, ну или вы меняете место жительства, или вы вообще куда-то далеко уезжаете. Конечно, вам понадобятся деньги.
То есть это или какое-то сообщение об улучшении, или карта говорит, какие-то одни двери закрылись, открываются новые возможности, перспективы. Да, вот как совет предупреждения, карта может говорить кому-то: получайте новые знания для того, чтобы найти хорошую работу. Если кто-то уезжает в другую страну, карта советует: учите язык. Также в каких-то вопросах карта говорит: будьте осторожней, проверяйте ту информацию, которая приходит к вам. Или с кем-то посоветуйтесь в каком-то вопросе, может быть, вы еще паш. Вот, может быть, это связано с недвижимостью, с какими-то судебными делами. То есть не полагайтесь только на свои силы, а воспользуйтесь советом профессионала. Ну и также карта говорит: не критикуйте, не придирайтесь, не конфликтуйте. Хорошо, давайте посмотрим для вас советы. Раки. Совет от Веканского оракула. Первая половина октября для знака зодиака Рак. Совет для раков. Так, это придорожный камень. Она вас принимает сейчас. Вы сейчас именно там, где вы должны быть, и находитесь в полной гармонии со всеми 4 стихиями. Найдите время, чтобы изучить людей и обстоятельства, которые вас окружают, и найдите неподвижную точку внутри вас, не зависящую ни от чего. Это тот краеугольный камень, к которому вы можете возвращаться, когда вам необходимо будет почувствовать новую уверенность в себе. И еще у нас совет от оракула королева Луны, Раки, первая половина октября. Экшен. Экшен – это действие. Карта вам говорит, что для вас пришло время действовать. Постарайтесь выйти из какого-то ступора, недвижения. Отпустите бремя и двигайтесь вперед шаг за шагом. Вот такой для вас совет. Хорошо, давайте посмотрим ответ на ваш вопрос от маятника. Да или нет? Маятник, ответь, пожалуйста, раком на их вопрос с первой половины октября. Да или нет? Я надеюсь, вы видите. Ответ «да», о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за просмотр. Всем хорошего.